Всем привет! Здесь я хочу представить установку и настройку от Guard Home на Orange Pi для блокировки рекламы, трекинга и контроля трафика в локальной сети. Соответственно, для такой реализации я воспользуюсь апельсинкой серии PC, картой памяти microSD на 32 гигабайта. Конечно, достаточно будет и 4 гиговой, а также источником питания на 5 вольт 2 ампера. Подготовив все необходимые элементы, остается записать на SD-шку операционную систему Ambien, например, с помощью программы Etchy. Затем в Orange Pi устанавливаю карту памяти и запитываю его. Теперь подключаю один конец сетевого кабеля в роутер, а противоположный в одноплатник. На компьютере из этой же локальной сети с помощью программы, позволяющей сканировать сеть, определяю IP-адрес апельсинки. Затем посредством программы Putty по протоколу SSH, подключившись впервые к плате, авторизуюсь, введя логин root, а пароль от 1 до 4. Далее нужно пройти стандартные этапы конфигурации. Так как я не единожды подробно показывал действия по подготовительной настройке, более детально их можно посмотреть, перейдя по подсказке. Теперь с помощью команды apt-get install snapd устанавливаем на апельсинку утилиту snap, позволяющую управлять пакетами, в которых содержится не только программа, но и все необходимые для ее работы библиотеки. Затем, прописав Snap Install Core, разворачиваем ядро. Оно позволяет инсталлировать все пакеты, находящиеся в Snapcraft Store. Наконец, для установки от Guard запускаю данную команду. По завершении, с помощью утилиты Ambien Config, где в псевдографическом режиме, выбрав пункт Network, а затем IP, рекомендую указать статик, то есть статический адрес сетевого интерфейса одноплатника. На следующем этапе конфигурацию IP я оставляю как есть и нажимаю клавишу ОК. Далее выхожу из утилиты. На компьютере запускаю браузер и в адресной строке ввожу IP-шник апельсинки 192.168.1.52, а через двоеточие порт 3000. Нажав Enter, появляется страница приветствия. На следующем шаге указываю данный сетевой интерфейс и такой же в строке DNS-сервер. Перейдя дальше, задаем свой логин и пароль, который требуется ввести дважды. Закончив, на финальном этапе приведены варианты настройки от Guard для его использования в сети на роутере, а также ряде операционных систем. Нажатием на клавишу «Далее» завершаем установку программного обеспечения. При первом входе в веб-интерфейс вводим ранее созданный логин и пароль. После авторизации на главной странице можем видеть общую статистику работы программы. Чтобы от Guard Home начал работать в локальной сети на компьютерах и других устройствах, нужно прописать в настройках сетевой карты адрес одноплатника в строке DNS-сервер. Для этого на компьютере в трее кликаю правой клавишей мыши по сетевому значку и выбираю параметры сети и интернет, где перемещаюсь в настройки параметров адаптера. Здесь, открыв контекстное меню сетевушки, выбираю свойства и в протоколе TCP/IP версии 4 в поле DNS прописываю IP-шник. Затем нажатием на ОК сохраняю сделанные изменения. Теперь перейдем к основным настройкам, которые находятся в данном пункте меню. Тут дополнительно я включаю модуль родительского контроля и безопасный поиск. Остальные параметры оставляю без изменения. Не могу не отметить в разделе «Фильтры» интересную опцию «Заблокированные сервисы». С ее помощью можно быстро и просто ограничить доступ к одному из приведенных популярных сайтов. Например, попробуем закрыть доступ к Одноклассникам с помощью данного переключателя и нажатием на клавишу «Сохранить». Открываю новую вкладку и, введя в поисковике соответствующий запрос, перехожу на страницу. Как результат, получить доступ к сайту не удается. По аналогии попробуем сделать ограничение к странице YouTube, применив выше описанные настройки. Набрав в поисковике запрос, перехожу по ссылке. Теперь YouTube также не открывается. Достаточно важным моментом для эффективной фильтрации и защиты в сети интернет является настройка DNS, которая располагается в основном меню. В моем случае представленный вышестоящий DNS спустя некоторое время почему-то перестал работать, и как следствие доступ во внешку пропал.
Чуть ниже, нажав «Тестирование», выводится сообщение, что сервер невозможно использовать. Поэтому, поднявшись наверх, кликнем по приведенной ссылке. На открывшейся странице из имеющегося обширного многообразия копирую данный адрес и вставляю его вместо старого. Дополнительно, путем копипаста задействую текущий. Используемые IP-серверов позволяют блокировать рекламу, трекинг и фишинг. Также можно воспользоваться и другими фильтрами, которые имеются на странице AdGuard. Еще из дополнительных опций меняю работу через параллельные запросы, после чего применяю сделанные изменения. В этом же разделе меню настроек имеется возможность создания определенных правил как по доступу, так и защите в интернете персонально каждому пользователю локальной сети. Добавление клиента осуществляется достаточно просто, причем в поле «Идентификатор» можно указать MAC-адрес или IP. Не менее важным моментом, на который я хочу обратить внимание в пункте фильтрации, это черные списки DNS. Собственно, здесь можно добавить как свой, так и воспользоваться имеющимися. Причем представленные списки разделены по группам. Для примера я активирую несколько из них. Чтобы добавить свой, нажимаю на данную клавишу, где остается ввести имя и URL-адрес, взять который можно, например, с официального сайта AdGuard. Из имеющихся фильтров я попробую воспользоваться данным, который позволяет убрать рекламу с русских сайтов. Для этого кликаю по текущей гиперссылке и в открывшейся новой вкладке копирую адрес. Далее, вернувшись в веб-интерфейс программы, вставляю его здесь. А имя фильтра я решил просто скопировать с первоисточника. Хотя можно указать произвольное. По завершении сохраняю сделанные настройки. Более широкий перечень сайтов с фильтрами вы можете найти в описании к видео. По аналогии с блэк-листом, при необходимости можно создать и белые списки, которые наоборот открывают доступ к доменам. Помимо такого варианта защиты, имеется возможность создавать пользовательские правила фильтрации, используя синтаксис регулярных выражений, приведенный в примерах. Основываясь на них, в качестве теста я попробую закрыть доступ к сайту mail и ya.ru, введя представленные правила. Нажимаю клавишу «Применить», открываю новую вкладку и ввожу данный адрес. Видим, зайти на него не удается. Повторяю то же самое с адресом поисковика Mail. Как видим, результат остался тем же. Еще одной интересной функцией AdGuard Home является журнал. Он показывает DNS-запросы, отправляемые в вашей локальной сети с указанием даты и времени адреса его выполнения. Также приводится статус о том, был ли тот или иной сайт заблокирован или одобрен. При необходимости доступ к нему можно закрыть или открыть, создавая таким образом сразу новые правила фильтрации. Кроме приведенных вариантов блокировки, AdGuard может выполнять ряд и других задач. На этом у меня все. Желаю всем удачи и спасибо за внимание.